Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Холодает, и мы поневоле задумываемся о теплой обуви. Со временем стельки в ней изнашиваются и требуют замены. Что можно найти в магазинах? В последнее время часто предлагают стельки из синтетических материалов. На первый взгляд войлочная стелька. На самом деле 100% синтетика. Я ее использую в качестве шаблона при пошиве тапок. Вот еще вариант дышащих стелек. Написано: удаляет скверный запах, защищает от пота и предотвращает болезни. Открываю и вижу еще один вариант синтетики. Сегодня я покажу, как правильно сделать дышащие стельки из натуральных материалов своими руками. Такие стельки обеспечат комфорт ногам, и сшить их можно для каждой пары обуви индивидуально. Шить буду из обрезков ткани. Это отличный способ утилизировать обрезки тканей и получить практически бесплатно полезную вещь. Чтобы легче было работать, обрезки рассортировала по видам ткани. Вот это двунитка, белая и цветная. Собрала небольшие обрезки от пошива футболок. Это суровая бязь. Хлопчатобумажная ткань, она невзрачная на вид, но хорошего качества. Остатки от тонкого шерстяного свитера. И здесь обрезки от пальто. Это кашемир. С обратной стороны он проклеен флизелином. Его нужно снять. Шерстяная пальтовая ткань. Она тоже была проклеена флизелином. Я его уже удалила. Важно, чтобы ткани были натуральные и подходили для длительного ношения. Для начала нужно определить размер заготовки для стелек. Я буду собирать для каждой пары отдельно. Замеряю и добавляю сантиметра 3 с каждой стороны на усадку пристежки. Собирать заготовку буду на ткани, которая будет одной из лицевых сторон стельки. У меня это плотная хлопчатобумажная ткань. Она из двух кусков. Чтобы было удобно собирать, я их соединила малярным скотчем. Первый слой будет шерсть. Она обеспечит тепло. Второй слой – хлопчатобумажная ткань. Она придаст стельке стабильность, хорошо будет держать форму. Третий слой – трикотаж. Он придаст изделию мягкость. Если ткань ложится друг на друга, лишнее нужно срезать, только стык в стык, чтобы не было уплотнений. Верхний слой, он же лицевой, это шерстяная ткань. Скалываю все слои булавками. Сильно маленьких кусочков не было, поэтому булавки ставлю не густо. Немного расправить и можно стегать. Если при сборке трикотаж скручивается, поворачиваю его на другую сторону и расправляю. Сверху обязательно хлопчатобумажная ткань. И верхний слой, я его тоже собрала из двух кусков и склеила скотчем. Эту заготовку соберу только из хлопчатобумажных тканей. Если попадается шов в середине заготовки, его тоже срезаю. Накрываю хлопчатобумажной тканью и скалываю все слои. Следующая заготовка будет из трикотажа. Но один слой хлопчатобумажной ткани я все равно вставлю, чтобы стельки хорошо держали форму. Накрываю трикотажем, с другой стороны тоже трикотаж. Если в заготовке верхняя и нижняя ткань соединены скотчем, нужно совместить центры и после этого сколоть все слои вместе. Стегать буду на бытовой машине. Для многослойных заготовок можно использовать шагающую лапку. У меня ткани несложные, тефлоновая лапка вполне справится. И с ней стегать будет намного быстрее. Когда дохожу до булавки, я ее не снимаю, а переставляю ближе к краю. Чтобы сэкономить время и нитки, заготовки стегаю попарно, одну за другой, без отрыва нити. Для стежки использую строчку прерывистый зигзаг. Вторую пару заготовок буду стегать прямой строчкой. Первую линию начертила мелом, все остальные прокладываю от нее на одинаковом расстоянии. Большой точности мне не нужно, поэтому делаю на глаз. Думаю, вы уже обратили внимание, по скотчу тоже прокладываю строчку. Простегала все заготовки. Сначала хотела снять скотч, потом приложила шаблон и решила его оставить, он мне мешать не будет. Для этой ткани ромбики, по-моему, самый подходящий вариант. И здесь тоже смотрится неплохо. Последнюю заготовку простегала просто прямыми линиями. Цвет ниток здесь другой, поэтому стегала одну.
Чтобы не обрывать каждый раз нить, ходила по кругу, мне так удобнее. Заготовка получилась самая теплая и объемная. Для дальнейшей работы подготовлю шаблоны. Достала стельки из обуви и обвела их на плотной бумаге. Хочу обратить внимание, длина стельки меньше размера обуви. На 23 размер обуви длина стельки 22,5 см. Шаблоны вырезала. Сегодня буду шить стельки на 42 и 36 размер. Прикладываю шаблон к заготовке и обвожу по контуру. Шаблон переворачиваю в зеркальном отражении. Желательно, чтобы строчки располагались одинаково на обеих деталях. По разметке проложу строчку мелкий зигзаг. Строчку проложила с внутренней стороны от разметки. Здесь у меня не хватило ткани около сантиметра. Я добавила кусочек и исправила свою оплошность. Осталось вырезать детали. Вырезаю не спеша, маленькими острыми ножницами. Стараюсь резать у самого шва. Можно сказать, ювелирная работа, и она не любит спешки. Все детали стелек вырезала, сложила по парам, проверила размеры. Если что-то не совпадает, можно подровнять, будет еще обработка срезов. Особенность этого метода в том, что сначала мы собираем все слои вместе, простегиваем, проутюживаем заготовку с паром и только потом вырезаем стельки по шаблону. Это помогает нам добиться идеального размера и формы. Заготовки еще раз проутюжила с паром и осталось обработать срезы. Это можно сделать одним способом или разными. Начну с самого простого. Обработать края верлаком. Если его нет, то зигзагом или, как у меня, трикотажной строчкой, которая имитирует оверлок. Киперная лента. У меня шириной 1 см, но хотелось бы чуть пошире, хотя бы 12 мм. Кладу тесьму на край заготовки и прокладываю строчку по краю зигзага. У меня ширина зигзага 3 мм. Соединяю края тесьмы и зашиваю оставшийся отрезок. Огибаю лентой край и прокладываю строчку. Получается аккуратно, с лентой работать удобно. Главное на скруглениях сильно не натягивать. Еще вариант с киперной лентой. Огибаю край лентой и закрепляю прерывистым зигзагом. На мой взгляд, получается неплохо. Немного бросается в глаза соединение ленты. Срезы трикотажных стелек решила обработать эластичной бейкой. Такую применяю для обработки срезов на белье. Она тянется, красиво ложится, работать с ней легко. И последний вариант. Классика жанра. Косая бейка. Куда же без нее? Можно брать в цвет основной ткани или сыграть на контрасте, как у меня. В любом случае будет красиво. Ширину бейки брала 2,5 см, и это даже многовато. Обтачку нужно плотно уложить к срезу, чтобы сохранить нужный размер. Ткань взяла рубашечную, она тонкая и прочная. Обработка срезов придаст дополнительную прочность и декоративный эффект. Можно выбрать один или несколько способов, которые вы считаете наиболее подходящими. Эти стельки дышат, согревают, и при этом они мягкие и удобные. Отличное решение на любой сезон. Количество слоев и вид наполнителя можно брать на свое усмотрение. Такие стельки легко сшить из обрезков ткани. Главное соблюдать некоторые правила. И помним, шерсть греет, трикотаж придает мягкость, хлопчатобумажная ткань сохраняет форму. Этот метод – отличная альтернатива покупным стелькам. Ведь он позволяет идеально подобрать материалы и точно соблюсти нужный размер. Сегодня я не только переработала обрезки ткани, но и сделала нужные вещи. Пишите, какими стельками вы пользуетесь, покупаете или шьете сами. А я на этом буду с вами прощаться. До встречи в новых видео.